Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Расклад Таро. Что случится, что произойдет до конца февраля. Давайте с вами узнаем, что ожидать. Этот расклад я решила сделать срочно, пораньше. Обычно в конце месяца, да? А здесь сместив график, и я вот именно делаю теперь. Потому что вторая половина февраля богата на планетарные транзиты. Время перемен, мои дорогие, в котором мы живем, поэтому... Будем добрее к самим себе, к собственной душе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Иногда напоминает игру в покер. И порой нам приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот давайте узнаем, какие карты вам выпадут. И рассмотрим советы карт с позиции позитивной психологии, позитивного мышления. Мы многое не можем изменить, но вот отношение к чему-либо или к кому-либо изменить в наших силах. Итак, первая карта, так что же там случится, что произойдет до конца февраля, как главное, ключевое, может быть, событие. Следующая карта, что вас удивит. Будет, может быть, неожиданно, будет внезапно, но вот с чем это или с кем будет связано. К чему приготовиться, давайте с вами узнаем тоже. Говорят, если ты уже предупрежден, то и защищен, и вооружен. Так вот, узнаем, к чему все это будет сводиться, да, или к чему все идет до конца февраля. Что скоро изменится, а возможно изменится резко, возможно изменится неожиданно для вас. И что же будет дальше, что будет продолжаться? И последняя карта, как карту совет с вами достанем. Вот давайте раскроем эти подсказки. Из 14 февраля у нас Сатурн в вашем знаке зодиака. Более того, 16 он встретится с Нептуном. Это как возвышенное и земное в одном пространстве. Я вас приглашаю прочитать статью на моем сайте «Петля реальности». Она как раз о тех планетарных транзитах, которые запускают мощный механизм перемен. Все ссылки будут в описании под видео. Девятка жезлов. Как будто существует как минимум две задачи. Одна из прошлого, когда вы себе говорите: я сделал все, что мог. Вот есть какое-то у вас дело, и это как ключевое событие. Вам как будто разобраться в этом нужно. Где уже не надо прикладывать усилия, где, по сути, не нужно ваше участие. Когда вы действительно себе говорите: вот именно там, в прошлом, я сделал все, что мог. Вообще девятка по нумерологии, это сама по себе карта, как бы нам символизирует перемены. И поэтому идти вперед придется. Но вот искусство мелких шагов как будто у вас на кону. То есть мы еще не знаем, да, как нам поступить наверняка. Может быть, это вы, мои дорогие овны, пытаетесь, слушая интуицию, разобраться, как же вам поступить по конкретному вопросу, жезлы. Поэтому у кого-то как ключевое событие это вопросы работы, карьеры, где-то откуда к вам приходят деньги, или, может быть, это документы, да, может быть, вопросы переезда или дома, тут разные могут быть, но если даже это мы говорим про дом, да, или о доме, точнее, то все равно это вот именно может быть связано с документами, но ух ты, ваша карта прямо, королева жезлов, это овны, мне так всегда хочется сказать. Это карта того человека, конечно, да, если мы об астрологии, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Иначе у нас тут дракон. Ну, это правда. У вас нас, точнее, у нас у всех 17 число февраля. Вот представляете, вот 14, 16, 17 это Новый год по китайскому календарю или восточному календарю, астрология. Это у нас год лошади. Поэтому я скоро опубликую тоже на сайте. Кто-то, может быть, буквально в год дракона или змеи, ну или любой другой год. Поэтому следите за моими публикациями в сообществе. Обычно ссылку оставляю. Или в телеграм-канале тоже публикую. Так вот, у кого-то может проиграться вот именно какая-то тема, либо денежная, либо рабочая, по документам. Или когда вот, как мне разобраться с какой-то такой разрозненной, непонятной информацией, к чему все идет. То есть непонятно, вы пытаетесь что-то просчитать, но тем не менее у вас сильная позиция. И вот всегда присутствует черный кот. И это о том, что мы умеем хранить тайны свои и чужие, о том, что мы куда-то не торопимся. Вот тут, правда, торопиться не нужно. Потому что королева жезлов уже как по преданию, она уже куда-то наторопилась, поэтому имеет богатый опыт.
И теперь она понимает, что профильтровать нужно, первое, информацию, и второе, правильно распорядиться деньгами. Есть какая-то задуманная тема, но тем не менее, правда, тут вопросы денег и работы. И я должна сказать, у вас дважды, трижды сильная позиция. Вы знаете, девятка жезлов в колоде герметического Таро. Очень люблю эту колоду, но она не очень такая визуализируемая, она запутанная несколько. Но тем не менее, вот те значения, которые прописаны, они в реальной жизни на самом деле совпадают. Так вот, это называется карта великой мощи, великой силы. И тоже где-то перемены. Поэтому тут действительно вы на пороге перемен, скорее всего, интуитивно вы это чувствуете. Ну, значит, есть какая-то задача у кого-то по работе. Смена работы, я бы сказала, весь февраль месяц. Опять же, немножко про астрологию. Это не тот месяц, когда мы должны уйти, хлопнув дверью. Может быть, буквально отказаться вот от того места, где мы сейчас находимся, я про работу даже, да? Ну, как-то более вдумчиво. Может быть, вы и продумываете какие-то маневры, шаги. Это прекрасно, идеальное время. Идеальное время для поиска информации и разобраться с чем-то по деньгам. Но, наверное, шаги вы будете предпринимать чуть попозже. А точно так же я могу сказать, не время рвать отношения. Ну вот в феврале выводы мы делаем, но сказать, что действия нет. И тут буквально карта говорит, работай, у тебя все получится. Поэтому ваши задумки не теряйте, не теряйте свою мечту. Даже если просто потому, что вы пока, вот по девятке жезлов, такое может быть. Я не знаю, как мне поступить. Слишком много каких-то условностей, слишком много каких-то метаморфоз вокруг меня, и поэтому определиться может быть сложно. И вы, вот как эта королева жезлов присела и задумалась, у кого-то из вас, мои дорогие мужчины, эта карта может олицетворять страстную любовь к женщине. Это может быть и ваша близкая, родная женщина, жена, может быть даже, да, или с кем вы в паре. А может быть и нет пары, да, вот у кого-то взаимоотношения, мои дорогие девочки, у вас дважды, трижды сильная позиция, как бы сильнее мужчины без обиды. Но, правда, все же эта карта говорит, ведь, по сути дела, это бизнес-вумен. Поэтому вам, мои дорогие, как будто ну, полный вперед. Вы можете и прочувствовать интуитивно, и что-то так вот не торопясь просчитать. И я добавляю обычно по восьмерке Пентаклей, очень люблю эту карту. Вот такие важные слова. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот точно что-то бросать не стоит. Факт. Давайте узнаем и откроем вторую карту. Что же вас удивит или будет для вас неожиданно? Что или кто появится неожиданно? А вот какая-то заминка. Заминка, задержка. Сейчас мы узнаем, с чем это связано. Может быть, это уже какая-то история развивалась, и вдруг раз, резко. Тут тоже будьте к этому готовы. Что-то было на кону, и вроде бы были договоренности, да, уже продвигалось что-то, и вдруг резко может остановиться. В феврале такое запросто, мои дорогие. Потому что 17 числа у нас солнечное затмение, а еще запускается период, когда это у нас коридор затмений, который продлится до 3 марта. И в самом конце месяца у нас еще и петля Меркурия, ретроградный Меркурий, который вообще нам дает какие-то сбои, задержки, сбои в расписании, когда у нас, ну, что-то не работает, как и бытовые приборы, или интернет барахлит, мы говорим, да, провисает, или, ну, вот какие-то такие моменты. Поэтому тут тоже у кого-то ситуация, когда нужно продумывать дополнительный план. В этом тоже есть тройка жезлов, тем не менее, как будто на будущее вам, и вас может это удивить. Да, почему у меня сейчас словно все оказалось, ну, перед таким своеобразным шлагбаумом, не могу идти дальше, да, как будто какой-то путь закрывается. Нет, не закрывается, мои дорогие, на самом деле вам это дается время высшими силами, буквально потому что старший аркан, когда спешка, ну, точно не в этот период времени. На кону что-то крупное из будущего, так что же вас удивит? Тут какой-то творческий инсайт, тут может удивить новый человек, будьте внимательны. Или пусть человек знакомый, но вы его сами можете открыть как с другой стороны, с какими-то другими особенностями характера. И правда, тут и могут быть такие в отношении людей метаморфозы. Вот, кстати, с учетом даже вот всех арканов.
то то, что вы поставили на паузу, начнет развиваться, кстати. Такое тоже может быть. Потому что вот необычный этот период, вторая половина февраля, запускает механизм перемен в нашей жизни в отношении каждого из нас. Здесь и в отношении у какого-то человека тоже могли быть какие-то перемены, изменения. Пусть это не вы инициировали, а кто-то другой. Но я не исключаю, вас удивит то, что, может быть, придется как будто участвовать в жизни другого человека или пересматривать свои собственные планы, потому что у человека что-то поменялось, и вас это может удивить. Вам это может быть неожиданно. Вам может казаться, что словно дело притормозилось, на самом деле нет. Может быть и другая конфигурация, вот конкретно касается личности. Здесь могут быть метаморфозы такого плана, что вы о ком-то думали, к примеру, очень хорошо, позитивно. А здесь вы можете узнать какую-то правду и пересмотрите свое отношение к человеку. Но, мои дорогие любимые овны, вот и немаловажный момент, и еще и другой, обратная как будто ситуация, когда вы могли, ну, буквально с кем-то проститься или сделали тоже выводы о человеке, а он для вас откроется с какой-то доброй, хорошей стороны. И тогда вот с учетом нулевого аркана здесь и вы будете тоже удивляться. Ну надо же, как это вот я не рассмотрела или не рассмотрела. В принципе, что этому человеку, к примеру, можно доверять. И тут ведь бывает такое, да, в нашей жизни, когда нам кто-то говорит что-то приятное, как будто усыпляя нашу бдительность, и мы верим, а потом думаем, ай, елки-палки, где твои глаза были? Ну, правда, бывает такое. А бывает наоборот, человек, который нам говорит что-то колкое, а то и едкое, и мы думаем, ну, это точно, это наш враг. А это нет, это вот просто особенность характера, психики, воспитания, может быть, в конце концов, человека. Ну, вот у него что на уме, то говорят вот на языке. Но, по сути, в душе он ничего плохого не задумал. Поэтому тут мы можем думать, что или сами мы с чем-то поторопились, погорячились, да, как будто сглупили. Но и с другой стороны, что, может быть, и в отношении человека мы тоже тут как-то меняем мнение. Все-таки нулевой аркан. Тут именно перемены, уход вот от какой-то зависшей ситуации. Он, тем не менее, будет. Причем это может произойти в один момент. Или здесь какое-то альтернативное решение по тому или иному вопросу вы тоже можете получить. Или это как инсайт, или это может быть человек, который вам встречается. Я такое не исключаю. И, скорее всего, вот если это касается людей, примите к сведению. Вот эти люди, с кем вы сейчас контактируете, или пусть даже это новые совершенно персоны, которые входят в вашу жизнь. Тогда вы с ними будете еще какое-то время взаимодействовать. Поэтому осторожным быть в любом случае надо. Поэтому и вам два старших аркана как будто символизируют между застоем и началом нового. Совершенно другой путь на будущее. Что вас удивит? Ух, ваша карта. Император. Смена законов может удивить. У кого-то может буквально удивить, руководство на работе меняется. Какие-то положения. Ведь это карта власти. Это карта структур. Это карта вас самих. И это, по сути, организация жизни. Ну и как организация в принципе проходит. Поэтому у кого-то затормозится дело, когда вы ждете документа, да. Вроде бы по срокам должен прийти документ, а может быть, документ приходит, и вам там предложено еще 10 каких-то бумаг собрать. Вот в нашей жизни такое бывает, и поэтому это вы будете ходить по инстанциям, разговаривать с официальными лицами, что-то договариваться. А у кого-то это может касаться работы, но это точно так же и как будто реорганизация вашей собственной личной жизни. Где-то тут тоже придется корректировать планы. Это будет и неожиданно, может быть и внезапно, но и вас одновременно будет удивлять. К чему приготовиться, к чему все идет до конца февраля? Отшельник. Вообще вам никто не мешает. Обожаю эту карту, потому что мы можем быть на своей волне. И нам тут никто не ставит палки в колеса. Вот, мои дорогие овны, даже если что-то притормаживается, не думайте, что это какие-то чьи-то происки. Точно нет. Либо у людей какие-то обстоятельства, либо это какая-то общая ситуация, вот она именно так складывается. Так вот, отшельник нам как раз и помогает. Какой-то верный путь. Ведь отшельник, он всегда идет своим путем. Это карта независимого человека. И, кстати, отшельника невозможно купить. Вот на эту лесть. Поэтому вот я говорила, некоторые люди
могут усыплять нашу бдительность и говорить что-то приятное. А другие что-то колкое говорят, но они ничего плохого не затевают. Так вот, его невозможно не расстроить какими-то неприятными словесами, будем говорить, но точно так же и какой-то лестью. Он немножко сам по себе. И это будет продолжаться. Я не случайно сказала, что как будто что-то притормаживается. А для вас это во благо, мои дорогие. Тут всему свое время. Так к чему же приготовиться? Очень много будет информации. Будут эти люди, которым точно доверять не следует. И не потому, что, может быть, они коварный план задумали, а просто потому, что, ну, вот сам по себе человек, он быстро меняет свое мнение. Сегодня он вам пообещал, завтра он о вас забыл. Или завтра у него там что-то поменялось, допустим, а он даже не предупредил. Так что же еще будет у вас? К чему приготовиться? В конечном итоге, смотрите, к чему все идет. Вот даже, кстати, по поводу информации. Информации, как я сказала, будет много. Но вам придется, видимо, либо гору документов каких-то перебрать, либо буквально вы будете искать достоверную информацию. И, может быть, пока вы вот выудите какое-то рациональное зерно, вам и придется где-то вот работу провести буквально, потому что вам тут нужно что-то, ну, знаете, как с предположений, догадок или вот какой-то неразберихи отстроить или вот эту квинтэссенцию как будто выделить, потому что, несмотря от жезлов, это карта шанса. Вот тут какой-то хаос, я так и называю иногда информационный хаос. Так вот, среди вот этого бардака, будем говорить, пусть даже информационного, спорного, вот таких людей непонятных, да, может быть и мутных, что от них ожидать. Поэтому и карта отшельника. Вам это не мешает, просто аналитики у вас будет много. И именно с этой аналитики как будто туз жезлов делит вашу жизнь на период до и после. Поэтому тут и работать с информацией. Причем так, не пропускаю через собственные эмоции, да, все-таки отшельник. И он не проживает вот этот эмоциональный фон, который, может быть, приходит к вам вместе с другими людьми. Нас это не цепляет эмоционально, мы остаемся беспристрастны, нам все равно. Но вот именно то, что доносит до нас человек, вот это надо так вот холодным умом проанализировать. Ладно, давайте узнаем, что скоро изменится, а возможно резко, неожиданно будет меняться для вас. Да, тут правда может быть какое-то сообщение. Может быть, это и говорит нам карта о том, что тебе вот не случайно она выпала, тебе ничто не угрожает. Главное, ты сам себе, Овен, не создай какие-то проблемы, вот буквально. Потому что, ну, мы знаем, что Овен – это знак более импульсивный, правда? Мы сидим, ждем и думаем, а потом думаешь, да елки-палки, надоело ждать. Ну, сейчас я вот быстро разберусь. Вот так не надо, мои дорогие, потому что, снова повторяюсь, вот поэтому и карта говорит, подожди, притормози. Тебе сейчас не время, дай как будто какой-то суматохи вокруг вас разобраться. Потому что будет ясность. Кстати, аркан император. А башня – это всегда какая-то, опять же, структура. Смена законов, смена руководства, смена, ну, каких-то положений, правил, регулировок. Вот что-то тут такое меняется, на что вы не влияете, поэтому карта притормаживает и говорит, да, удивить тебя тут есть чему, это правда. И что-то будет у тебя меняться. Но для того, чтобы избрать какую-то правильную стратегию, тактику, в первую очередь важно самому себя не тормошить, не создавать себе искусственно каких-то событий, которые сложат тоже какую-нибудь путаницу, а тут еще и подключится какой-то неожиданный вопрос, который извне, и тогда мы вообще не знаем, ну, как на перекрестке оказываемся, да, вроде есть и то, что я задумал или задумала, а то тут еще на тебе какая-то внешняя ситуация меняется, тут именно что-то внешнее будет вокруг вас меняться. Поэтому что еще скоро изменится? У кого-то, вот, кстати, эта карта может символизировать о том, что вы можете поехать куда-то. Для кого-то из вас, вот я тут говорила так вскользь, но не договорила. У нас, можно сказать, до конца 2026 года, а вообще я не ошибусь, если я скажу еще на последующие 7 лет, потому что совсем скоро, в конце апреля 26 числа, планета Уран перейдет в знак Близнецы. И основные три ипостаси важные. Первое – денежный вопрос. Второй – это
быть мобильным. И третье, это у нас будет наличие интернет-доступа. Когда один вот из этих элементов, 3 основных элемента, вот запомните, если держать в фокусе внимания постоянно вот эти 3 задачи, поверьте, ошибок будет меньше. Потому что мы многое не сможем изменить на последующий период. Мы действительно живем в эпоху перемен. И если, к примеру, мы куда-то планируем отправляться, мобильность, да, мы говорим. Если вы водите автомобиль, значит проверить автотранспортное средство в плане технического благополучия, скажем так, да. А на всякий случай для себя создать план, какой-то запасной аэродром, что вы будете делать, если что-то идет не так. Вот одним методом вы не можете куда-то добраться. Каков будет ваш запасной план? Если вы не водите машину, тогда тоже, я уже говорила, сбои могут быть. Это может быть сопровождаться периодически, да, вот на долгий период времени. Будьте к этому готовы. Уран в Близнецах, мы не знаем, что ждет. Поэтому, значит, какие-то маршруты мы для себя тоже продумываем. У кого-то из вас, если уже мы заговорили о деньгах, как смена системы, электронная, может быть, электронная система взаиморасчетов. И для кого-то нужно изучить, как это работает. И интернет, мы говорим, да, вот интернет-доступ, как будто он должен быть у вас постоянно. Потому что если у нас, предположим, с деньгами какая-то неразбериха, платеж не проходит, или у нас что-то с транспортным средством, ну согласитесь, интернет нам поможет, правда? Мы с кем-то должны быть на связи. Мы постоянно должны, может быть, отслеживать буквально, ну, если мы находимся в новой какой-то обстановке, ну, как минимум какие-то новости, или даже когда мы на дороге едем, правда? Ну, навигация нам тоже помогает, предупреждает, где какие заторы на дорогах, пробки. Вот эти 3 элемента, мои дорогие любимые овны, для вас, ну, это, наверное, как альма-матер, вот правда. Потому что тут, знаете, будут такие метаморфозы в жизни, как будто вы знаете, как парольное слово. Для кого-то это может быть башня, а для вас это начало нового пути. И ваши, может быть, качества будут раскрываться в тех моментах, когда кто-то мечется, может быть, и мечется имеется в виду, когда ведь каждый из нас по-разному реагирует на события, на новости. Вы люди сильные, но, видимо, выдержка, вот она вам тут определенно пригодится. И будут те моменты, все-таки они будут, потому что есть такое значение по башне, как быстро собраться, поехать куда-то, отправиться, а у вас тем более 6 мечей. Поэтому где-то и притормозить придется, и это до конца февраля. Но это мы рассматриваем уже туда даже, дальше, потому что для кого-то из вас, вот с чем вы сталкиваетесь, с какими людьми вас сводит судьба, скорее всего, эта история будет продолжаться. Так вот, символ успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Вот такое значение, мои дорогие, да, тут не стоит замечтаться, поэтому, видимо, и будьте гибкими, мудрыми императорами. Мы иногда говорим, ну я говорю, император это когда есть два мнения, мое и неправильное. А вот мудрый император, он понимает, что есть два момента, на что я не влияю. Первое– обстоятельства. Второе– измышлизмы людей, их мнение. Сегодня так, завтра эдак. И поэтому он свободен, да, от этого. И даже если что-то вот как будто сбоит, он быстро подстроится, как-то гибче отрегулирует свои планы. В итоге он добьется ту задачу или поставленную какую-то цель, которую он решил осуществить. Будьте гибче, это точно. Так что же будет дальше? О, как все серьезно и красиво, я бы даже сказала. У вас пара. У кого-то личной жизни вопросы. Тут все настолько емкая карта. Это олицетворение для кого-то из вас, к примеру, мои дорогие девочки, кому соответствует по возрасту и желанию. Я жду ребенка, да? Или, может быть, есть уже маленькие детки, за которыми вы ухаживаете. Мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни. Личная жизнь тоже. Для кого-то из вас это вопросы дома. Но не случайно, да, как мы говорим, императрица плодовита, но не только буквально, но на планы, на идеи, на какие-то замыслы волшебные. Не достаю дополнительных карт, потому что тут сам расклад у вас какой-то судьбоносный, чуть ли не кармический. И правда, подсказка, вот в этот период до конца февраля для вас буквально за пару недель может
как знаете, будут такие подсказки на более далекий период. Причем они будут касаться и денежной истории, и работы, или ваших целей, ваших планов, вашей семьи, вашей пары. А для тех, кто один или одна, тут вот уже как будто надо всерьез задуматься о том, что так ли вам важно одиночество. Есть поговорка: если хочешь идти быстро, иди один. А если хочешь идти далеко, тогда иди с кем-нибудь. Вот вам как будто нужно, может быть, и этот вопрос тоже решить. Давайте совет от карт. Но Овен всегда император и победитель. Победа есть. Это карта победителя. Но совет звучит следующим образом. Ты должен не ослаблять внимание. Это не значит, что мы давим своим авторитетом. Нет. Это значит, мы незаметно все контролируем и вносим коррективы, как будто удерживая сильные позиции, сильные какие-то ваши стороны характера. Вот здесь они могут действительно раскрыться. Но и, понимаете, вот мало достичь, говорят, вершин, а ты попробуй ее удержи. Вот что-то подобное вам до конца февраля, а я бы сказала, и на более продолжительный период. Очень добрый расклад, очень такой емкий. И тут действительно, даже у кого-то из вас, если сейчас сложная ситуация, поверьте, энергии второй половины февраля, может быть, вас и подталкивают или события в вашей жизни, когда вам нужно с чем-то определяться и как будто все же организовывать свою жизнь как-то по-другому. Как будто вот как прежде это тупиковая ситуация. Тут время менять себя и менять свою жизнь в сторону качества иного совершенно в вашей жизни, чтобы быть счастливым и счастливой. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.